Поговорим о War Tales, которая вышла из раннего доступа 12 апреля. По факту в War Tales присутствует все, что нужно для жанра, но есть одно большое но. Со временем игра начинает тебя слегка поддушнивать. И если вначале тебе все нравится, ты изучаешь новые механики, а их здесь действительно много, то вот с каждой новой локацией эта душнина начинает душить по полной. Начнем с положительной части War Tales, так как тут есть что рассказать. И те, кто не играли, возможно для себя что-то интересное подчеркнут. Игра начинается с создания мира и спутников. Можно как усложнить себе жизнь, выбрав бонусы не такие приятные, так и наоборот слегка упростить. Далее выбираем режим исследования. Адаптивный режим я не очень люблю и даже не понимаю его, ведь это пустая трата времени, и расскажу почему. К гринду я отношусь специфически. Если гринд ради гринда, то я стараюсь по возможности скипать эту часть и бежать only сюжет. Но если гринд сделан как War Tales, то я превращаюсь в зависимого, говорящего, и это все? Дайте больше. Действительно, первые десятки часов я тупо бегал по локациям, выполнял контракты и изучал каждый закоулок карты. И когда я перешел только на вторую локацию, full броне все мои спутники, которым я ее, конечно же, скрафтил, так как броня и оружие, которые ты крафтишь, всегда будут на голову выше выпадающей. Это не касается легендарки. Прихватив с собой еще и несколько зверинцев, я почувствовал настолько изи игру, что весь мой гринд окупается. И теперь эту локу можно очень быстро зачистить. Если же выбираем мы режим адаптивный, то в таком случае весь твой гринд, он, конечно же, поможет тебе и упростит игру, но не настолько сильно, как ты можешь догадываться. Враги все равно будут на твоем уровне, животные, разбойники и так далее. К тому же, если у тебя 15 спутников, то простецкие бандосы будут ходить плюс-минус в таком же количестве, что я считаю немножко нереалистично. То есть ходит 15 рыл, и их можно смело назвать полноценным взводом твоего же 5 уровня. Максимально, если что, по-моему 12, и просто грабят путников. Ну, у каждого свое мнение, и такому режиму есть место быть. У каждого персонажа есть черты характера. Некоторые из них можно взять в самом начале, а большинство закаляется именно в бою. Допустим, твой ДД часто дуэлится, получая черту дуэлянт с положительными бонусами на крит удар и крит урон. Твой танк впереди планеты всей получает черту знаток щитов, тем самым повысив на 5% оборону со щитом. Есть и отрицательные черты характера, но чаще всего такие спутники находятся в тюрьме. В игре присутствуют профессии, их ровно 10 штук. Такие профессии как крафт, алхимия и готовка супер важные. Остальные такие как бард, ученость, как по мне не очень-то и нужны. Допустим, данжи я стараюсь не исследовать. Что-то как-то мне они вообще не зашли. Каждая профессия дает бонусы. Рыбалка к воле, рудокоп к телосложению и так далее. Помимо этого, профессии имеют свойство прокачиваться от их частоты пользования. Если ты часто готовишь, получай бонусы и новые рецепты. Если ты часто алхимишь, получаешь помимо новых рецептов и шанс на получение других ингредиентов. Это же касается и кузницы. Можешь вернуть часть потраченных ресурсов на броню и оружие, что действительно годно, особенно на более высоких уровнях. Помимо найма спутников, можно приручить и животных: кабаны, волки, медведи. Кто твоей душе ближе? У меня были и те, и другие, но понравились больше волки и медведи, так как медведи лучше всех танчат и имеют просто колоссальное количество хп, а волки очень часто критуют и вызывают кровотечение, у кого нет брони. У животных тоже есть уровни и, так сказать, способности. К примеру, у волков есть перк стая. Если у тебя в пати находится 3 волка, то шанс крита вырастает на 50%. Битва War Tales пошаговая и, как можно понять, тактическая. Снизу мы видим, сколько будет ходить наши пати и пати врагов, а также какой именно враг будет бить первым, что лично я считаю это супер имбой. Была бы возможность, я бы отключил, потому что 85% битв похоронить пати врагов можно за один раунд, а в 50 из них не получив даже урона, так как лучники могут поджигать, либо наоборот кидать грязь, что ну прям очень сильно затрудняет двигаться врагам, они буквально делают пару шагов. Чуть позже у лучников появляется навык управлять своими животными, и после этого перка игра становится ну совсем простой. К тому же, профессию своей подружки я тоже выбрал дрессировщик. Если рядом с врагом находятся мои животные, по команде фас они атакуют без очереди на свой ход. Дать ей 3 альфы, 1 мишку, и можно раскидать практически всех врагов в соло. Короче, это мой любимый класс, поэтому чуть подробнее рассказал. Основная фишка War Tales — это пути. Их 4 штуки, и их тоже нужно прокачивать. Путь
путь сила и слава заточен под кузницу и бои. К примеру, сделать столько-то оружия и брони. За выполнение одного действия мы получаем по 1 очку. В разных категориях по-разному. Как переходим на второй уровень пути сила и слава, нам дается 1 очко исследования уже для наших знаний. Они полезные и прям задротить над ними не стоит. Просто бегай, выполняй квесты и сами будут прокачиваться. К тому же у нас есть справочник. Грубо говоря, это рецепты на новые блюда, новую броню и апгрейд лагеря. Супер важная фишка, без нее ну прям вообще никуда. Сюжет War Tales нелинейный. На каждой локации примерно по 5 сюжетных миссий. Есть выбор: помочь ополчению или схватить их, спасти рабов или убить их. По голде плюс-минус одно и то же получаем, но некоторые выборы могут дать очень интересные аксессуары для наших спутников. Какой-то пояс на 10% к урону, либо же, по-моему, мыло для меньшего шанса обнаружения при воровстве. В лесах же водятся как животные обычного типа, залутать мясо, шкуры либо приручить, а также призрачные. С них падают очень ценные начальные шкурки для крафта оружия и брони. Отличаются по большей части тем, что каждый их удар накидывает дебаф в виде страха. При достижении страха в количестве 5 наш спутник убежит с поля боя. Если убить призрака, страх в 3 единицы снимется. Насчет них сильно можно не переживать. Они не такие уж и страшные, как поначалу я думал. Примерно на процентов 20 сильнее обычных животных. А обычные животные, ну как сказать, прям очень слабые. Я когда впервые напал на 3 мишек, думал все, габела. 500 с лишним хп, когда у моего танка около 70. По итогу проще простого. У них брони нет, поэтому кровотечение накладывается практически сходу. И что самое главное, все эти бафы в виде ядов кровотечения стакаются. Боссы. Они уже посложнее, хотя далеко не все. Допустим, самый первый босс мне показался самым сложным из первых 3 локаций, которые я посетил. У меня еще была броня слабенькая, и я оставил его на потом. На тот момент я еще не знал, как его убивать. По сути, ставишь танк и накидываешь яд остальными спутниками. В War Tales есть особенность, и как я считаю, сильно упрощающая жизнь игроку. При достижении хп в 0 твои спутники не упадут. Нужно, чтобы его добили, либо висел дебаф кровотечения или яда. Благодаря этому у нас есть отличная возможность подбежать одним из своих спутников, у кого есть навык хил, и его похилить. Эти навыки можно купить абсолютно всем, как дополнительные в тренировочном лагере. Так вот, босс ложит твоего танка. Подбегаешь тиммейтом, поднимаешь его и убегаешь назад. Желательно, чтобы дистанция между боссом и твоим танком была как можно ближе, чтобы он на него сагрился. В этот момент снова накидываешь яд. Босс в очередной раз ложит твоего танка и делаем то же самое. То есть, чтобы твой танк погиб в таком случае, нужно его не поднимать и дать нанести второй удар. Работает примерно как в королевской битве. Собственно, из-за этого нужда в замене твоих тиммейтов отсутствует напрочь. Я же к первому боссу вернулся уже на 6 уровне и снес его за 1 раунд. Он не мог пробить даже моего танка, а остальные 2 босса легли практически мгновенно. Собственно, а теперь душная сторона War Tales. Несмотря на большое количество своих геймплейных фишек, о которых я рассказал ранее, спустя какое-то время, примерно под конец 2 локации, потихоньку напирает скукота. Под конец 3 я уже полностью выдохся. Началось горение задницы с этих геймплейных фишек, которые я хвалил ранее. Потому что делаю одно и то же действие уже в 100-й раз. Весь геймплей War Tales находится на 1 локации. По продвижению по сюжету ничего не меняется, все одно и то же. Получил 5 уровень, закрафтил броню 5 уровня, набрал чутка спутников, перешел на next локацию и делаешь то же самое. Зачистка логова бандитов. Перед этим истребляешь 3 подразделения для того, чтобы не было подкрепления. Лутаешь ресурсы одни и те же, покупаешь, продаешь, воруешь. Ладно, чутка ресурсы меняются, ну прям кропаль. В каком-то городе есть свинина, в каком-то ее нет. Мед на одной локе есть, на второй нет. Убиваешь босса на 1 локации, потом убиваешь босса на 2 локации. Охотишься за каким-то в кавычках легендарным животным на 1 локе, а потом на 2 и так далее. Я не против повторения действий. По сути, ничего в этом плохого нет. Но просто в будущем игра тебя никак не удивляет. Весь геймплей в лицо тебе кидать в самом начале, что, конечно же, интересно изучать. И War Tales пытается тебе дать вызов, но этот вызов очень быстро заканчивается. И переходя на новую локацию, я понимаю, что нужно будет в очередной раз сделать одно и то же. Все, что я заметил новое, это появление арены. Я говорю без рофла, так оно и есть. Окей, и снова, помимо прокачки спутников, то что очевидно, у нас есть пути, которые также развиваются. Процентов 90 эти пути геймплей никак не меняют, но заметно упрощают. Можно было бы обратиться к сюжету, но он в основном тут ради галочки. Типа он есть, что-то мы делаем и на этом все. Мистер Кабан, раз уж критикуешь, предлагай. Самая душная часть для меня это взлом замков. Взлом интересный, взят из свитков, но спустя часов 20 уже начинает подташнивать от него. Почему не взять как в Skyrim
Скайриме, золотая отмычка, которая не ломается, ну или вообще сделать автозлом. Вы бегаете на 8 уровне, такие жесткие, все хвалите чуть ли не с одного удара, но нужно тратить время на такое бестолковое занятие. Да, отмычка сломалась, и ты тратишь одну железную руду на одну отмычку, что тоже, кстати, странно сделано. Но к этой стадии ресурсов у тебя уже предостаточно, и приходится тратить все свое время на то же самое действие, которое делал в самом начале. Я считаю, что геймплей пусть не то, что должен упрощаться, нет, но вот эти вот душные механики должны с прокачкой работать чутка логичней. Боевка пусть остается, пусть становится сложнее, базару ноль. Я только из-за нее в принципе и держался в War Tales, но остальные фишки попросту начали отпугивать. Есть два вида игроков. Первый подвид. Они определяют качество игры наличием геймплея и плевать на сюжет. Второй подвид наоборот. Цепляется за сюжет, хоть и многие такой подход критикуют. Я же отношусь больше ко второму. Я не против погриндить часиков 10-20, чтобы потом выйти и пробежать по игре как снежный ком. Но игра тебя никак не награждает за твои потраченные часы. Действительно, то, что я перечислил, это по факту мелочи для большинства из игроков. И я ни в коем случае не занижаю оценку War Tales из-за своих прихотей. Игра мне понравилась, за более чем 20 часов мне она принесла массу удовольствий. Но заставлять себя делать одни и те же действия, как рутина, будто бы я пришел на работу, честно, нет желания. Она не настолько обширная, как Battle Brothers. Да, графически лучше, интерфейс интуитивней, но каких-то болячек, кровотечений, отравлений, потери конечностей после боя, либо какая-то травма в виде дебафа, которая будет постоянно наложена на одного из твоих спутников, что у тебя будет несколько вариантов. Кикнуть из отряда своего ветерана, с которым прошли огонь и воду, либо же оставить, но заметной проблемой, которая будет так или иначе тебя стопорить. Ну и третий вариант. Сделать его командиром отряда, который не будет участвовать в замесах, но зато будет тренировать и делиться своим опытом, тем самым давать прибавку к опыту после боя. Короче, разветвлений можно было сделать очень много, но игра по сути не богата и шаблонна. Рандом присутствует, но он крайне жалок, особенно на фоне остальных проектов. Я посмотрел на ютубе несколько роликов по прохождению и, так сказать, гайду. Все ребята делают одно и то же действие, что и наводит меня на эту мысль. Ну а я надеюсь, что вы поняли мой смысл.